Приветствую, уважаемые моделисты. В этом видео покажу вам такой вот будет курс, как сделать вот такие траки запыленные танка Первой мировой. Значит, у нас есть вот такая модель, где нужно сделать такой эффект. Что здесь уже сделано? Здесь прокрашено черным цветом, черным матовым. Значит, сверху нанесен эффект легкий очень Move Mig траковая смывка. Она такая немножко рыжизну такую дает, ржавчину как бы легкую. Просто сверху вот так вот прокрашено. И в финале вся эта история залита лаком. То есть весь танк залит полуматовым или полуглянцевым, в общем, лаком сатин, который называется. Вот. В принципе, этого даже не обязательно делать на траках, то есть можно не лакировать. Дальше мы для этого эффекта используем пигменты. Вы можете использовать пигменты любых оттенков, значит, земли, в зависимости от того, какой район, так сказать, действия этой техники, в каком районе она у вас планировалось, что она у вас передвигается. Нужно именно несколько различных цветов. Я использую миговские пигменты. Вы можете использовать пигменты абсолютно любого другого производителя, доступные вам, или которые у вас есть непосредственно. Желательно именно несколько оттенков иметь, которые вы предварительно куда-то высыпаете. У меня есть такие металлические блюдечки. Вы можете рассыпать их куда вам больше нравится. Пигменты в большом количестве не нужны. Вот, совсем чуть-чуть. И нужны старые кисти, которые вам не жалко. Вот, чтобы этими кистями наносить те самые пигменты. Также нужен растворитель White Spirit. Любой. С запахом, без запаха, неважно. Так, это я уже брал. Вот. Высыпаете, соответственно, куда-то в эти блюдечки. Дальше очень простая, убираем их, чтобы они не мешали. Дальше достаточно простая операция. Вы наносите эти пигменты кистью. Допустим, у меня есть такая вот кисть. Кистью наносите на траки. Очень важно одно правило: нанесение должно быть такое как бы неравномерное. То есть вы, чтобы у вас получился эффект, скажем так, красивый, неоднородный, да, вот природа, она не любит однородности. Вот, поэтому у вас каждый трак, он будет немножко иначе выглядеть, чем другой. Поэтому вот так вот хаотично наносите один цвет, потом добавляете куда-то другой цвет. И не надо именно пытаться, скажем, какую-то последовательность сделать. Иначе это будет потом заметно. То есть куда, как говорится, захотели, туда и положили. И вот таким образом заполняете все, наносите поверх
всех гусениц вот эти вот разные оттенки. Все, вот мы с вами нанесли все это дело. Все, пигменты в сторону. Теперь берем White Spirit. Пипеточку. Куда-то его, значит, капаем. Берем чистую кисть и аккуратненько, так вот аккуратненько промакиваем непосредственно именно только траки. Почему я вам говорил, что другие поверхности ничего, если они, скажем так, тоже загрязнятся. Мы сейчас вот нанесением White Spirit с вами зафиксируем только те пигменты, которые нам нужно, чтобы остались на танке. Остальные мы потом просто банально сдуем с вами и все. Ну, если они вам там не нужны. Вот. Есть такая жидкость пигмент фиксер. В данном случае я не рекомендую ее применять для этого эффекта. Потому что в дальнейшем вы поймете почему. Потому что мы часть пигментов потом с траков будем с вами убирать. И если мы... Пардон. Я касаюсь камеры, она дрожит. Значит, если мы с вами сейчас пигмент фиксером промочим вот эти вот места, да, то убрать пигменты уже будет сложно. И вот после этой операции, то есть мы с вами намочили эти пигменты, стало ужасно, так вот все грязно, вот, но ничего страшного, значит, мы оставляем на несколько часов это все сохнуть. Обычно я это все делаю вечером, вечером вот так вот нанес, оставил до утра или до следующего вечера, там, как, в зависимости от того, какой это день, да, если это рабочий день, то до следующего вечера после работы, чтобы можно было заняться, а если выходной, то, опять же, до утра, и утром это все уже просохнет, это будет уже выглядеть в большей степени вот так, но нанесенное более как бы мощно, да, вот. И дальше я вам покажу, что следующим этапом мы делаем. Так, друзья, продолжим работать над траками. Значит, вот через буквально несколько часов наши пигменты полностью просохли. Я их нанес еще на нижнюю часть. Вот. И, соответственно, теперь можно и нужно их стирать. Для того, чтобы получилось более реалистично. Да, потому что у нас они такие очень сильно завозюканные. Вся модель относительно чистая. Так не бывает. Я хочу сделать такую въевшуюся грязь, но при этом, чтобы она была не настолько интенсивной. Значит, что нам для этого потребуется? Нам для этого потребуется то, что, в общем-то, наши жены используют для макияжа. Жены, дочери. Существует 3 варианта таких вот губочек или спонжиков. Значит, я пошел в магазин Ашан и приобрел вот такие варианты. Они бывают в разном виде сердечек. Самый классный вот такой, как мне показалось. То есть тут 20 губок безлатексных. Они вот такие треугольные.
И, соответственно, вот этого запаса вам хватит на несколько лет. Вот такие палочки, они достаточно быстро превращаются вот в такие. То есть они завозюкиваются быстро. Вот, и, соответственно, расход по ним больше, но их не отмыть никак. Вот. Ну и вот эти, они круглые, в принципе, тоже их можно использовать. Я еще даже, видите, пачку не открывал, но у меня есть другая открытая. Они работают примерно так же, как вот такие. Ну, мой выбор, да, вот кусочек сердечка, который я до этого там начал использовать. То есть они в разном виде есть, смысл один и тот же. То есть это такой вот спонжик. Мне больше нравятся вот такие. На Алиэкспрессе можете их за копейки заказать, если у кого-то нет, допустим, магазинов каких-то косметических, да, то есть они либо в косметических магазинах продаются, могут продаваться, наверное, в каких-то гипермаркетах, ну и, соответственно, ну, либо на Алиэкспрессе заказать, там, проблем с этим нет, это не такой редкий товар. Вот, значит, итак, по губкам разобрались, что же мы, собственно, делаем. Берем такую палочку и начинаем ей, ну, либо губку, да, начинаем ей стирать. Вот в данном случае я, то есть в каком направлении чего стирать, ну, тут вы сами смотрите. Я работаю против, то есть вдоль гребней в данном случае. Вот, можно таким спонжиком, да, им даже вот поудобнее, побыстрее будет это делать. Вот. Ну, еще раз говорю, тут бояться переусердствовать не надо, потому что если вы это сделаете, вы можете опять же добавить пигментов нужного цвета, оттенка и произвести те же самые манипуляции. Вот. Какие еще есть, так сказать, трюки? Вот у нас, видите, вот здесь подзаляпалось. Сейчас попробую. О, вот здесь вот внизу подзаляпалась пигментами такая вот область, ее надо удалить. Ну, существует очень простое решение, их несколько. Первый вариант: вы просто отрываете кусочек губочки, маленький, какой вам нужен, вставляете в пинцет и, соответственно, вот так вот, только не поцарапайте модель, аккуратненько стираете. Вот, видите, вот мы, в принципе, сделали то же самое, потому что пальцы для этой работы толстоваты в этом масштабе. Следовательно, можете кусочком, ну, выкинете потом, он не очистится уже. Вот. То же самое можно сделать, вот бывают вот такие тремовские замечательные кисточки для вот таких хитрых работ. Чем они хороши? Они гнутся. То есть вы можете ее загнуть там как надо, она пластиковая. На конце такой ворс. Это у меня уже такая использованная. И точно так же, вот, пожалуйста, удаляйте. Вообще замечательный вариант. Вот. К тому же, в общем-то, цвет, которым она покроется, не настолько правильный, но в отличие от спонжа, все-таки она немножко его пигментик оставляет в большей степени. То есть это как кисточка. Ну или на худой конец у вас есть старая кисть. Точно так же можно там удалить. Но идеальный вариант, конечно, все-таки маленьким кусочком губки с пинцетом. И не выпендриваться. Потому что губки стоят очень дешево, как я уже сказал. Ну и, соответственно, жалеть их тут особо. Закажите сразу себе с запасом и не парьтесь. Что касается выделения траков. Все очень просто. Вот я много лет назад купил вот такой безгрифельный стальной
карандаш. То есть он цельный, это цельный грифель. Вот, видите, вот цельный, голландский. Ну, стоил он совершенно недорого на самом деле в магазине для художников. Ну и я им уже, ну, точно больше 10 лет, может, лет 15 он у меня работаю. Периодически затачиваю обычной точилкой. Ну и дальше вот, либо просто грифелем вы можете. И дальше вот так вот проводите, видите, с таким характерным таким звуком. Вот. И у вас выступающие части можно вот там вот у нас есть внутри заклепочки подкрасить. Это уже надо под лупой все желательно делать. И вот эти все выступающие части вы вот так вот проходите. Также можно пройти кромки им траков. Какие-то нарисовать где-то потертости. Опять же металлические, да, на явно металлических выступающих деталях. Ну и так далее. То есть вот таким макаром, ну, не знаю, будет ли видно хорошо тут или нет. Вот так вот натираете, и получается у вас гребни все, только они выступают, они у вас выделяются таким вот металлическим цветом. Но вы должны понимать, что как и пигменты, карандаши стираются. То есть, если вы долго будете пальцами потом это все ляпать, то у вас это все останется на пальцах, да? Поэтому, чтобы закрепить результат, я настоятельно рекомендую все-таки покрыть хорошим матовым лаком, небольшим слоем совсем. И, соответственно, у вас модель приобретет уже финальный вид и закрепятся вот эти пигменты. Пока они не закрепились, вы еще можете с этим всем работать. Все, на этом пока прощаюсь. Надеюсь, кому-то это будет полезно. Можно, соответственно, таким образом делать вот такие более-менее интересные траки. Опять же, тренируйтесь, может быть, на ненужных моделях. Ну и, следовательно, не бойтесь экспериментировать. Вам без экспериментов вы результатов, к сожалению, не добьетесь. Нужно только делать, пытаться, пробовать и так далее. Пишите вопросы в описании, постараюсь на них отвечать. К сожалению, отвечать буду не быстро, потому что нет такой возможности оперативно отвечать, и, собственно, задача такая не ставится. Ну, буду когда-то видеть их, когда-то отвечу. Вот. Тем не менее, постараюсь. Все, до новых встреч, друзья, до новых видеороликов.